Сейчас уже очень сложно представить себе жизнь без всеми любимого сгущенного молока. Несмотря на то, что использовалось оно наиболее активно как раз среди наших соотечественников. Ее даже считают национальным продуктом. Но первое сгущенное молоко было создано французом Николя Франсуа Апером в 1810 году, который потратил на изобретение способа сгущения и консервации молока в жестяных банках целых 14 лет. К созданию сгущенки причастен и Наполеон Бонапарт, который установил огромную на то время премию в размере 12 тысяч франков тому, кто сможет придумать способ, как сохранить продукты, увеличив их срок хранения, в которых так сильно нуждалась французская армия. Только в середине 19 века американец Гейл Борден подарил миру привычное нам сгущенное молоко, создав первый на тот момент в мире аппарат, который позволял сгущать молоко, добавляя в него сахар. Спустя всего чуть более 20 лет в России уже был построен и запущен завод, который выпускал сгущенное молоко в закрытых жестяных банках. С тех самых пор, с 1881 года, сгущенное молоко очень прочно вошло в нашу жизнь, и мы не можем представить себе страну без этого продукта. На изготовление сгущенки идет самое обычное молоко от самых обычных коров с фермы, а оттуда на молочный завод. Проходит лабораторный контроль, уточняется содержание жира в продукте. Жирность для сгущенки должна равняться 4%, а если жира недостаточно, цистерну добавят сливок. Оказывается, молоко сгущают постепенно. Сначала его делают по сгущенным, для этого молоко поступает в так называемый теплообменник. Цистерна с низким давлением и температурой в 65 градусов, а когда на молоко ничего не давит, межмолекулярные связи ослабевают, и оно начинает закипать даже при температурах ниже 100 градусов. Благодаря низкой температуре кипения и плотно задраенной им чаном, из молока удаляют большую часть воды. Таким образом, из 2 тонн молока получают 1 тонну сгущенки. Молоко, пока еще жидкое, но именно такую смесь технологи и называют подсгущенным молоком. Сахар отвечает за вязкость, хотя без него, конечно, можно обойтись на производстве. Из сахара получают сироп, который потом смешивают с молоком. Так как же сладкое молоко становится сгущенкой? Горячий продукт поступает в кристаллизатор, огромные чаны, между стенками которых циркулирует ледяная вода. Здесь смеси резко охлаждают с 65 до 20 градусов. Именно в результате такого резкого охлаждения, молоко густеет и превращается наконец в сладкую тягучую сгущенку. Но по банкам ее еще не разливают, готовый продукт снова попадает в лабораторию. Тут его проверят на жирность и влагосодержание.